Дорогие друзья, приглашаю вас связать вот такой потрясающий узор. Вяжется он очень просто. Раппорт в высоту всего лишь 2 ряда. И раппорт в ширину у нас 4 петли. Цвета вы можете менять по своему усмотрению. Я использовала всего лишь 2 цвета, но их может быть намного больше. Смотрите, великолепно узор в таком виде смотрится. Вот так великолепно смотрится. То есть вы можете вязать полотно снизу вверх, сверху вниз. Очень интересно. Так смотрится обратная сторона узора. Подойдет для пледов, для кардиганов, буквально для любого изделия, для шапочки. Ну, то есть очень интересно. Такой объемненький узор. Не только красивый, но, скажем так, и объемный еще, видите? И мы будем с вами выполнять из пряжи 2 цветов, только вот серый и розовый тоже потрясающе смотрится. Видите, красиво, нежно. Образец немножко меньше я сделала. Присоединяйтесь. Обязательно пишите в комментариях, что у вас получилось. Не забывайте ставить лайки. И спасибо, что вяжете вместе со мной. Для работы я использую крючок 1,4. Пряжа у меня 100% мерсеризированный хлопок, 169 метров в 50 граммах. И обращаю ваше внимание, что этот узор будет великолепно смотреться из другой пряжи. Вам остается только подобрать крючок. Начинаем выполнение нашего узора с 22 воздушных петель. Обращаю ваше внимание, что раппорт в ширину у нас 4 петли. 4 умножить на 5 это будет 20. И 2 петли я добавляю для формирования полотна. По одной петелечке с одной и с другой стороны. И выполняем. Напоминаю, цепочка должна быть из 22 воздушных петель. Или любое количество четное 4. И мы приступаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так далее, пока не будет 22 петли. Я выполнила цепочку из 22 воздушных петель и буду выполнять ряд столбиков без накида. Как я это делаю? Я выполняю одну воздушную петлю, далее ввожу крючок 1, 2 в третью петлю от крючка и выполняю столбик без накида. Далее я в каждую воздушную буду выполнять по одному столбику без накида. Вот таким образом. Так мы выполняем с вами до конца нашего ряда. Я выполнила ряд столбиков без накида и приступаю к выполнению следующего ряда. Смотрите, я в начале ряда выполняю 3 воздушные петелечки подъема. Далее я работу разворачиваю. Накид на крючок, пропускаю первую вершинку, в следующую вершинку ввожу крючок и выполняю столбик с накидом. Выполнила. Далее я выполняю вот такой прием. 2 воздушные петли, накид на крючок и смотрите очень внимательно. Беру поудобнее и вокруг столбика буду выполнять обвитие. Обвиваю и вот смотрите, как патентный столбик выполняю и вытягиваю петлю на высоту моих 2 петель. Видите, да? То есть все петелечки у меня должны быть одинаковые. И выполнила 1. Далее без накида я выполняю 2. Далее 3. Не спешите, да, вот так аккуратненько. 4 и 5. Я выполнила 5 раз. Далее, смотрите, все петли на крючке я провязываю вместе. Далее воздушная и подтягиваю. Далее накид на крючок, очень внимательно пропускаю 1, 2, 3 и в 4-ю ввожу крючок и выполняю столбик с накидом. И буду выполнять точно такой же прием. То есть 2 воздушные. Давайте выполним вместе. Накид, далее ввожу крючок и провязываю сначала первую натяжку, далее второй такой прием, как патентный столбик, да, 3, 4
и последний пятый. Поплотнее вот эту петелечку затягивайте, тогда у вас они равномерно и красиво вдоль столбика распределятся петли. Захватываю нить и провязываю, и воздушная. Так мы с вами будем выполнять до конца нашего ряда. Я завершаю выполнение нашего ряда, как и с вами договаривалась. Смотрите, я выполняю накид на крючок и пропускаю 1, 2, 3 вершинки. И у меня вот воздушная петелечка подъема, которая идет после вершинок. Я ввожу крючок и выполняю столбик с накидом. Мой ряд завершен. Я могу приступить к выполнению следующего ряда. И следующий ряд, очень внимательно, у меня будет другого цвета. В моем случае это будет розовый цвет. Вы можете использовать пряжу любого другого цвета. И я пока остановлюсь и покажу образец, где я использовала пряжу двух желтых цветов, оттенков. Видите, вот такая красота у меня получилась. Давайте так посмотрим. И вот так. Так смотрится по одной стороне, мы уже с вами смотрели этот образец. И так смотрится по другой стороне. Очень необычно, интересно получается, достаточно красиво. И плотно и мягенько получается. Как я и говорила, то есть вы можете использовать этот узор буквально для создания любого полотна, начиная от пледов и заканчивая, допустим, красивый кардиган можно сделать, джемпер и так далее. И мы продолжим с вами работу и выполняем. Смотрите, я немножко вот таким образом подраспущу вершинку и введу другой цвет. То есть захвачу розовый цвет и провяжу, уже завершу работу именно розовым цветом. Видите, да? И теперь выполняю одну воздушную петлю, работу разворачиваю. И смотрите, очень внимательно. Я выполняю 2 накида на крючок. Мои вот 3 вершинки, я буду их провязывать. Ввожу крючок в первую вершинку. Беру поудобнее. И выполняю столбик с 2 накидами незавершенный. Далее 2 накида во вторую вершинку. Опять столбик с 2 накидами незавершенный. 2 накида и третья вершинка. Я выполняю столбик с 2 накидами, опять же незавершенный. Видите, все петелечки у меня на крючке. Далее смотрите, я ввожу крючок под вот воздушную петлю, выполняю незавершенный столбик без накида. На крючке у меня 1, 2, 3, 4, 5 петелечек. Я их все вместе провязываю. Вот таким образом. Далее под мои 2 воздушные петли, помните, я вязала, я провязываю 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Далее выполняю то же самое. То есть 2 накида на крючок и вот мои вершинки. Я ввожу крючок в первую вершинку, беру поудобнее и выполняю столбик с 2 накидами незавершенный. Два накида, во вторую вершинку ввожу крючок, выполняю столбик с 2 накидами незавершенный. И в третью вершинку ввожу крючок, выполняю столбик с 2 накидами незавершенный. Видите? Далее я ввожу крючок под воздушную петлю, вот она. Вот так с этой стороны смотрится. Вот под. И выполняю незавершенный столбик без накида. Далее все петли на крючке провязываю вместе. И под
мои воздушные петли я провязываю 1, 2 и 3. Так смотрится моя изнаночная сторона, видите, да? И давайте я покажу, как смотрится по другой моей лицевой стороне. Вот такая красота у нас с вами получается. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Я выполнила ряд. Видите, да, моя изнаночная сторона. И завершая выполнение ряда, смотрите, после того, как я выполнила 3 столбика без накида, я ввожу крючок, воздушную петелечку подъема очень внимательно, не забывайте, и выполняю столбик без накида. Мой ряд завершен, и я разворачиваю работу. И смотрите, если бы я вязала одним цветом, то раппорт в высоту всего лишь 2 ряда. И мой узор завершен. Но поскольку я хочу выполнить этот узор 2 цветами, я продолжаю работу. Теперь все делаю то же самое, только розовым цветом. Смотрите, что я делаю. 3 воздушные петелечки подъема. Видите, да, какая красота получается. Выполняю 1, 2, 3. Накид на крючок, пропускаю первую вершинку и следующую ввожу крючок и выполняю столбик с накидом. То есть наши приемы мы выполняем все точно так же, только теперь пряжей розового цвета. Далее 2 воздушные, накид, и вокруг моего столбика я выполняю 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Далее захватываю и провязываю через все петли. И воздушная. Подтягиваю и пропускаю 1, 2, 3. И в 4-ю ввожу крючок, выполняю столбик с накидом. И опять точно такой же прием. То есть все точно так же, как мы с вами выполняли ранее, только теперь пряжей розового цвета. Я завершаю выполнение моего ряда. И смотрите, накид на крючок я пропускаю 1, 2, 3 вершинки и ввожу крючок в петлю подъема, которую я выполняла в начале ряда. И выполняю столбик с накидом незавершенный. Завершать я буду уже пряжей другого цвета, серого. Смотрите, я просто беру, захватываю серый цвет и провязываю. Нить, смотрите, чтобы она была не натянута. Можете пройти соединительными аккуратненько, но я выполняю так. Затем можно обвязать, и будет красиво и аккуратненько смотреться. Мы выполнили с вами. Далее работу разворачиваю. Как и ранее, выполняю 1 воздушную петлю подъема, 2 накида на крючок, и теперь мы работаем с нашими вершинками. Первая вершинка, я ввожу крючок, вот беру поудобнее и выполняю незавершенный столбик с 2 накидами. Далее 2 накида, следующая вершинка, столбик с 2 накидами незавершенный, и следующая вершинка, вот она, столбик с 2 накидами незавершенный. Далее я ввожу крючок под воздушную, столбик без накида, и теперь все петли на крючке я провязываю вместе. Вот таким образом. Давайте еще выполним один прием. Под воздушную, 2 воздушные я ввожу крючок и выполняю 1, 2, 3. Далее опять же 2 накида, и вот мои 1, 2, 3 вершинки я беру поудобнее и выполняю незавершенные столбики с 2 накидами. 1, 2 и 3. Далее ввожу крючок
под воздушную. И теперь все петли на крючке провязываю вместе. И под 2 воздушные я выполняю 3 столбика. 1, 2, 3. Так, я выполняю до конца моего ряда. И давайте я переверну, покажу, что у меня получается. Видите, какая красота у меня с вами получается. Я завершаю выполнение моего ряда. То есть все точно так же. После того, как я выполнила 3 столбика без накида, я ввожу крючок в 3-ю воздушную петелечку подъема и выполняю столбик без накида. Мой ряд завершен. И я работу разворачиваю, могу перейти к выполнению следующего ряда. Следующий ряд у меня опять будут серенькие мои вот такие приемы. То есть тут вы можете выполнять, опять же я говорю, можете одним цветом выполнять, можете 2, можете 3. Единственное, ну, следите за нитью, вам нужно будет ее или обрезать, или вот перекидывать, как я это делаю. И 3 воздушные петли подъема. Накид на крючок, пропускаем первую вершинку, столбик с накидом и наш прием. 2 воздушные, я выполню достаточно быстро, то есть это уже повторение. Считаем 1, 2, 3, 4 и 5. Выполнили. Далее все петли на крючке вместе. И воздушная. Накид, отсчитываем 1, 2, 3 и в 4-ю вводим крючок, столбик с накидом. Так мы выполняем наше полотно на необходимую нам длину. Я остановлюсь, еще раз покажу, что у нас получается. Видите, да, такая красота. Очень просто. Сегодня мы с вами научились вязать вот такой потрясающий узор. Очень плотный, объемный, красивый и достаточно простой. Давайте посмотрим. Так смотрится у нас с вами изнаночная сторона. Я специально ниточки не убирала. И на что хочу обратить ваше внимание. Видите, так изнанка смотрится, так лицевая сторона. В этом случае, видите, я протягивала просто нить сбоку. И покажу вариант, где я выполняла соединительные. Видите, ну то есть просто проходила соединительными до того момента, пока не вводила уже нить в рисунок. Так смотрится с пряжи другого цвета. Одна сторона и другая. Очень красиво, подойдет буквально для любого изделия, начиная от пледа и заканчивая, допустим, каким-нибудь кардиганом, пуловером и так далее. И точно такой же узор, я имею в виду с использованием такого приема, здесь у меня полустолбики, вот такой интересный прием я выполняла. Ссылочка на этот подробный мастер-класс будет под видео, вы увидите под видео. Тоже смотрится очень оригинально и красиво. Спасибо, что вяжете вместе со мной. Ставьте лайки, обязательно в комментариях пишите, что у вас получилось, где вы использовали этот узор. Творческих вам успехов и до новых встреч, друзья!